Всем привет! Сегодня я расскажу, как при помощи сложного профиля сделать карнизы для ваших проектов. Сделать это быстро и так, чтобы они выглядели как в оригинале. Для начала нам нужно подгрузить разрез вашего карниза. Вы можете как и найти PDF-файл на сайтах поставщиков, либо подгрузить какую-нибудь картинку найти и отрисовать ее при помощи линий и сплайнов. Для примера я возьму карниз сайта Orac Decor. Переходим в интернет и выберу вот этот карниз C338. Щелкаю на него, и здесь есть такая вкладка «Скачать 3D модели». Мне нужно именно PDF. Вот нахожу формат PDF, скачиваю его и возвращаюсь обратно в Archicad. Теперь из папки загрузки перетаскиваю этот карниз C338 в мой файл и отодвигаю его от квартиры. Чтобы взять линии отсюда, нам нужно декомпозировать этот PDF-файл. Нажимаю правой кнопкой мыши, и здесь есть такая функция «Декомпозировать в текущем виде». Щелкаю на нее, здесь галочку «Снимаю», мне не нужен исходный элемент, и нажимаю «Ок». Наша PDF пропадает и превращается в линии. Но они у нас сейчас сгруппированы. Чтобы разгруппировать, достаточно просто нажать Alt плюс G, либо P русская на клавиатуре. Нажимаю. И теперь могу удалять ненужные мне элементы. Удаляем и оставляем только профиль нашего карниза. После того, как мы удалили и осталось только то, что нам надо, нам нужно смасштабировать, потому что размер у него сейчас явно больше, чем 182 мм. Измеряем 9000. Чтобы смасштабировать, нам нужно выбрать карниз. Возвращаем обратно группировку. И нажимаем Ctrl плюс K, английская, либо L русская. Окей. Хватаемся за нижнюю точку и при помощи зажатой клавиши Shift дотягиваемся до верхней точки. И теперь просто с клавиатуры вбиваем 182 мм. Это высота нашего карниза. Вот теперь его размер соответствует действительности. Выбираем ровно 182 мм. Следующим шагом нам нужно залить наш профиль штриховкой. Для этого выбираем инструмент штриховка. Выбираем здесь штриховка строительный материал. И выбираем, какой строительный материал будем использовать. На данном этапе это не важно, если только вы не считаете покрытие в ваших проектах при помощи интерактивных каталогов. А как это делать, я расскажу на этом канале. Выбираем. И я выберу общий внутренняя отделка. Стандартный материал, который есть в Archicad. Нажимаю ОК. И теперь при помощи клавиши пробел зажимаю ее и ищу контур нашего профиля, чтобы он полностью выделился синим, вот как сейчас у меня. И просто щелкаю левой кнопкой мыши. Наша штриховка завела полностью наш карниз. Теперь копирую при помощи Ctrl-C. И мне нужно создать новый сложный профиль. Чтобы открыть сложный профиль, если у вас есть такая панель реквизитов, вам нужно нажать на вот эту иконку «Менеджер профилей». Если ее нет, переходите в «Параметры», «Реквизиты элементов», и вот здесь есть «Менеджер профилей». Открываем, и выпадает вот такое окно. Мы будем создавать новый сложный профиль для нашего карниза. Нажимаем «Плюс», и здесь обязательно выбираем «Новый». Назовем его Orac C338. Все, можно на этом этапе нажать ОК, но если вы используете 27-ю версию Archicad, то можем создать дополнительно папку для наших карнизов. Выбираем профили и здесь добавляем новая папка. Назовем ее карнизы. Нажимаем ОК, и у нас появляется вот такая пустая папка. Выбираем ее и теперь можем нажать ОК. И наш новый профиль появится именно в этой папке. Потом будет удобно искать. ОК. И вас автоматически перебросит в окно сложных профилей. Оно уже будет названо так, как вы его назвали. Теперь вставляем наш скопированный карниз. Нажимаем «Вставить». И располагаем его. Это отодвигаем, оно нам не нужно. Теперь наш карниз нужно развернуть. Мы будем его привязывать к этой точке привязки. Я хватаюсь за него, выбираю инструмент «Отзеркалить». И при помощи перемещения
Привязываю его нижнюю часть к этой точке и верхнюю часть тоже к точке привязки. Этот начальный материал можно удалить, он нам не нужен. Смотрим. Ширина 182 мм, как нам и надо. Высота тоже 182 мм. Почему я привязал именно так? Представим, что эта точка именно та линия привязки, которая будет у нашей балки. То есть это в разрезе стена, к которой будет прилегать наш карниз, а это потолок. Вот так мы и будем его чертить. Почти все готово. Нужно только убрать, использовать для стены, поменять на балку. Щелкаем на балку и убираем стену. Теперь нажимаем «Сохранить». И в нашем окне обновляется уже профиль, который вы создали. Переходим теперь обратно на план этажа. Карниз нам не нужен. Сейчас буду размещать его в квартире. Для этого я выбираю инструмент балка и задаю конструкцию. Здесь ставим двутавр. Это сложный профиль, значок сложного профиля. И выбираем наш карниз. Мы создали папку специально «Карнизы». И тут теперь удобно лежит наш карниз. Выбираем. И теперь нужно задать ему высоту. Для определения высоты я перейду в 3D. Здесь при помощи инструмента измерения и клавиши Shift измеряю высоту потолка. 2700 мм. Возвращаемся обратно на план и задаем высоту 2700 мм. Теперь достаточно просто зажать клавишу пробел на наших помещениях. Зажимаем, появляется вот такая синяя область. И кликаем левой кнопкой мыши на всех помещениях. Если хотите, можете чертить его вручную. Но удобнее в моем случае просто выбрать клавишу пробел. Все, карнизы размещены. Перехожу обратно в 3D. И карнизы уже появились в моем проекте именно на той высоте, на которой они должны были появиться. Во всех помещениях. Если вам нужно заменить покрытие этих карнизов, например, у вас был строительный материал другой, выбираете покрытие и заменяете на другой цвет. Например, краска светло-серая. Теперь ваши карнизы будут серыми. Я верну назад и еще расскажу, как убрать вот эти синие линии. Если вы не используете графическую замену, то выбираете при помощи клавиши Alt ваш карниз. Выбралась балка, и теперь нажимаем Ctrl-A английская, Ctrl-F русская. Выбираются все балки на этаже, если у вас включены только карнизы. Переходим в настройки балки, и вот здесь меняем перо на тоненькое черное. Нажимаем ОК, и теперь наши карнизы выглядят гораздо лучше. Теперь вы знаете, как легко и быстро можно создать карнизы. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!